Приветствую вас, дорогие подписчики и случайные гости данного канала. Вы смотрите новый выпуск независимого дайджеста Indinity. За окном февраль, на канале уже более 2000 подписчиков, и мы с вами, как всегда, вспомним лучшие инди-новинки прошлого месяца. Комфортно располагайтесь перед вашими экранами, и мы начинаем. Выход полной версии сложного пошагового рогалика Darkest Dungeon. Вам предстоит собрать, обучить и возглавить команду героев, провести их по жутким лесам, опустевшим заповедникам, обрушенным склепам и другим опасным местам. Но сражаться придется не только с немыслимыми врагами, но и со стрессом, голодом, болезнями и непроглядной тьмой. Раскрывайте странные тайны и отправляйте героев в бой со страшными монстрами. Триллер Oxenfree. Сюжет разворачивается вокруг Алекс, которая вместе со своим сводным братом Джонасом и друзьями отправилась на ночную вечеринку на старом военном острове. Прогулка обернулась настоящим кошмаром, когда ребята нечаянно обнаружили таинственный портал. Вас ждет необычный геймплей, прекрасная атмосфера с качественной прорисовкой и замечательным звуковым сопровождением. Отечественный проект Punch Club. Менеджер уличного бойца в лучших традициях боевиков 80-х. В детстве ты стал свидетелем кровавого убийства своего отца и был разлучен с братом. Пообещав, что сможешь постоять за себя, начались усердные тренировки, поедание стейков, чтобы в результате проложить своими кулаками путь на вершину бойцовской карьеры. Ну и, конечно, найти убийцу отца и отомстить. Проект, стоящий внимания. That Dragon Cancer. Душещипательная игра с сильным погружением в историю. Отправьтесь вместе с двумя героями в уникальное красочное путешествие, в котором рассказывается история о борьбе 4-летнего мальчика с раком в течение недолгого пути. Разум сотрет границу между реальностью и фантазией. Сможете ли вы не впасть в отчаяние перед лицом смерти? Dark Mouse. Хардкорный экшен о приключениях крысы в лучших традициях From Software. В этой игре вы выступаете в роли одинокого странника, которому предстоит опасное путешествие по наполненному врагами и ловушками миру, чтобы найти остатки разоренного мира. Шансы погибнуть будут крайне велики, а враги заставят вас быть быстрым, и никто не простит вам никаких ошибок. Ролевой экшен с элементами песочницы Crashlands. На корабль напали, и главному герою чудом удается приземлиться на чужой планете. Теперь нужно приложить максимум усилий, чтобы выжить в этом загадочном мире. Вам будет предоставлен генерируемый мир для исследования, системы строительства, крафта и довольно необычная геймплейная концепция, выполненная в мультяшном сеттинге. Необычная головоломка с непривычной подачей Pony Island. Вы заточены в неисправном игровом автомате, разработанном самим сатаной. Дьявол будет постоянно следить за тем, что вы делаете, поэтому вам придется думать быстро и действовать нестандартно, чтобы в результате суметь исправить чертов программный код и обхитрить злобного врага. The Witness. Долгожданный релиз новой игры от создателя Braid. Вы просыпаетесь в одиночестве на острове, полном сложных и удивительных загадок. Вы не знаете, кто вы и как попали на остров, поэтому остается только одно – просто изучить местность. Вас ждет разнообразный открытый мир с огромным количеством головоломок, а вся игра была рассчитана на то, что в нее будет играть умный человек, время которого ценно. Окончание раннего доступа Move or Die. Как говорит само название, двигайся или умри. Ваше здоровье убывает, когда вы стоите на месте, и чтобы восстановить его, нужно постоянно двигаться. Также нужно остерегаться падающих блоков, бомб и других игроков. Вы можете играть как оффлайн с ботами, чтобы отточить свои навыки и изучить уровни, или же создать игру по сети и уже играть с реальными людьми. The Deadly Tower of Monsters. Готовьте ваши лучевые пушки, кристаллические мечи и лазерные кнуты. Вас ждут мурашки по коже и бешеный пульс. Спрыгните с высокой башни в бурный поток научно-фантастических киноприключений, наберитесь мужества и готовьтесь встретить больше полусотни врагов, стремящихся предотвратить ваше восхождение на смертоносную башню монстров.
этом мой выпуск подходит к концу. Надеюсь, вы увидели что-нибудь интересное. Не забываем ставить лайк и подписываться на канал, если вам понравился выпуск или просто хотите меня поддержать. Индиторию пришлось отложить на конец месяца. Прошу понять и простить. С вами был Алексей Шавельев. Удачи!